50-е и 60-е годы Бердский радиозавод выпускал довольно дешевые радиоприемники и радиолы, преимущественно третьего класса под маркой «Рекорд». Но по-настоящему снискать популярность заводу помогла самая яркая звезда в созвездии Лиры – Вега. Именно так стала называться большая часть радиоаппаратуры, выпускаемой на этом предприятии. Среди электрофонов первенцем был Vega 101 Stereo, ставший первым в стране электрофоном первого класса, к тому же выделявшийся своим необычным дизайном. Ничего подобного не было ни до, ни после. По задумке художников-конструкторов, он должен был хорошо вписываться внутрь мебельного гарнитура, а для удобства использования панель с кнопками переключения программ сделана под наклоном. С помощью нее можно было подключать к электрофону различные источники сигнала, то есть для использования его в качестве усилителя. Крышка тоже довольно удобно снимается спереди, однако при эксплуатации нужно было быть очень аккуратным с пластинками. Если поторопиться, то можно повредить пластинку об нависающий над диском корпус. Если же электрофон использовался не в мебельной стенке, то вот на эту крышку отлично умещался не имеющий собственного усилителя магнитофон-приставка «Нота». В те былинные времена, имея такой набор, вы могли брать у знакомых пластинки и тут же переписывать их на магнитную ленту, формируя собственную коллекцию записей. По параметрам и надежности он тоже получился довольно неплохим, хотя и с трудом тянувшим на первый класс. Стереофонические радиолы и электрофоны Бердского радиозавода проходят самый тщательный технический контроль и по всем параметрам соответствуют паспортным данным. В комплекте с ним шли две колонки 10 МАЗ 1М. Как и сам аппарат, отделанный шпоном и полированным. Спереди два динамика задрапированы новой, только освоенной в производстве черной акустической тканью в клеточку. Полоса воспроизводимых частот электрофоном от 55 до 18 тысяч Гц с максимальной выходной мощностью в 10 Вт, а потребляемая от сети мощность составляет 60 Вт. Лично мне его звучание с родными колонками прям очень понравилось. Само электропроигрывающее устройство второго класса типа 2 EPU52S с пьезоэлектрической головкой звукоснимателя и автостопом по окончании грампластинки. В корпус электрофона оно устанавливается на пружинные амортизаторы для уменьшения помех от вибрации. Скорости вращения диска стандартные – 33, 45 и 78 оборотов в минуту. Как я заметил, у многих вызывает недоумение, зачем на вертушках в 70-е годы делать скорость 78 оборотов в минуту. Ведь граммофонные пластинки в это время уже не выпускали, да и как писалось в инструкциях, прослушивать пластинки, игранные стальными иглами, запрещено. Но, во-первых, пластинки на 78 оборотов прекратили выпускать только в 70-м или 71-м году. Да и у многих людей, покупавших новый проигрыватель, они оставались от предыдущей радиолы, например. Во-вторых, довольно много именно долгоиграющих пластинок на 78 оборотов наклепали в начале 50-х. И в-третьих, тогда были очень популярные говорящие или звуковые письма. Это такие гибкие грампластинки, как правило, на ламинированной открытке, которые можно было заказать в ателье звукозаписи, коих особенно много было в курортных городах. На них можно было записать не только популярные мелодии, но и самостоятельно наговорить поздравления или пожелания близким людям. В большинстве случаев качество на них было не просто плохое, а прям-таки ужасное, но сувениром было приятно. И слушались эти звуковые письма как раз иголкой на 78 оборотов в минуту. Об этом даже писали на самих таких пластинках. А передо нею в нитке вкусные сосиски, а передо мною травы, а ни к чему котлеты мне и гречка, а травы, травкою
читаю всякая веща. На мой взгляд, у этой Веги очень неудачно размещено гнездо для подключения наушников. Сзади. Да еще и кнопка включения их находится в том же месте. Если забудетесь и дернете их за провод, то велик риск уронить весь аппарат. Кнопка включения в сеть довольно тугая, поэтому при ее нажатии нужно придерживать корпус. Зато есть потайная дверца, куда пряталась иголка, центр-щетка для протирки пластинок от пыли, являющаяся одновременно и переходником для пластинок с большим отверстием, а также запасные предохранители. Электроника выполнена на германиевых транзисторах по традиционной для тех лет схеме. Аналогично использовалась и в электрофонах марки Аккорд. Хотя все же, несколько кремниевых транзисторов сюда уже затесалось. Выходные транзисторы типа P214A. На самом деле можно сказать, что уже с момента начала выпуска, а это вторая половина 1972 года, этот электрофон был устаревшим. В первую очередь из-за ЭПУ. На заводе прекрасно понимали, что будущее за магнитоэлектрическими головками, которые наносят меньше вреда пластинкам, да и качество звучания у них гораздо выше. Поэтому буквально через год-два на заводе выпускали электрофоны, оставившими эту Вегу 101 в прошлом, хотя ее и выпускали параллельно с новыми моделями аж по 1978 год включительно. Данный аппарат как раз из последних партий 1978 года. За все время успели изготовить 531 486 аппаратов. Часть их уходила на экспорт, в основном в Великобританию, Францию, Нидерланды, Бельгию и Люксембург. У меня был личный опыт от эксплуатации этого электрофона. Почти 20 лет назад я работал начальником электронного цеха в фирме по производству игровых автоматов. Уже тогда, несмотря на свой немалый возраст, он был рабочим. Цех был довольно большим, около 500 квадратных метров, да с 10-метровыми потолками. И именно эту Вегу стали использовать не только для фоновой музыки, но и во время корпоративов, и никаких проблем с ней не возникало. Только после закрытия фирмы, после принятия закона о закрытии горного бизнеса, ее эксплуатация была прекращена окончательно.